Вы когда-нибудь задумывались, как одна легенда может объединить целый мир? Как один герой может иметь тысячи лиц в разных культурах? Ассаламу алейкум, мои родные! В этом выпуске вы узнаете историю о Насреддине Афанди, легендарном восточном шутнике, мудреце и хитреце, чьи притчи передаются из уст в уста уже более 7 веков. Сегодня мы вместе окунемся в удивительный мир, где даже самые, на первый взгляд, нелепые ситуации скрывают глубокий смысл и жизненные уроки. А каждая народная версия этого персонажа рассказывает свою уникальную историю. В древних веках, в XIII веке, когда мир был наполнен загадками и тайнами, появился человек, о котором до сих пор ведутся споры – Насреддин Афанди. По одной из самых известных версий, он увидел свет в 605 году хиджры, то есть примерно в 1206 году, в небольшой деревне Хорто, неподалеку от города Севрихисар на землях современной Турции. Однако истинное происхождение этого героя остается окутанным легендами. Десятки селений и городов Востока спорят о том, где именно родился этот острослов, и каждый народ наделяет его своим характером и именем. Среди ученых существует мнение, что за легендой скрывается реальный человек, известный как Насир ад-Дин Махмуд аль-Хои. Говорят, он получил образование в древнем городе Конья, служил народным судьей и даже становился советником султана. Его жизненный путь пролегал через множество городов Анатолии, где он обретал знания, жизненный опыт и, конечно же, неисчерпаемое остроумие, которое позднее легло в основу множества забавных и поучительных историй. Насреддин Афанди обладал уникальной способностью. Он умел переворачивать любые жизненные обстоятельства с ног на голову, используя простое, но невероятно меткое слово. Однажды в знаменитой реплике он заявил, что за 20 лет обязательно умрет кто-нибудь. Или султан, или его верный осел, или он сам. Эти слова, наполненные логикой абсурда, стали символом его философии. Жизнь не терпит пустых слов, а каждое мгновение непредсказуемо и драгоценно. Уже в раннем детстве, учась в Мактабе, начальной мусульманской школе, маленький Насреддин задавал своему учителю, которого называли Дамулой, вопросы, на которые тот не находил ответа. Когда учитель упрек его за высокомерие, Насреддин весело ответил: «А вы, уважаемый, наверняка тоже в детстве были очень умны». Именно так закладывался фундамент его неподдельного остроумия, которое сопровождало его всю жизнь. Но жизнь нашего героя была полна не только умных фраз и веселых историй. Однажды, решив сократить себе путь домой, он свернул с пыльной дороги и пошел через лес. Не успел он сделать и нескольких шагов, как оказался в глубокой яме. Вместо того, чтобы расстроиться, Насреддин с улыбкой заметил: если на пыльной дороге могла произойти такая неприятность, то на коротком пути кто знает, что бы могло случиться. Эта притча учит нас тому, что даже ошибки и неудачи можно воспринимать как источник мудрости, если смотреть на них с долей юмора. Не обходил он стороной и семейные моменты. Говорят, что в его семье всегда царила особая атмосфера, сварливая, но любящая жена, с которой он умел обмениваться острыми, но теплыми репликами, и сын, который порой повторял его остроумие. Даже бытовые ситуации, например, когда его жена готовила плов из булгура без мяса, превращались в повод для веселой беседы, наполненной глубокими житейскими уроками. Интересно, что Насреддин Афанди стал настоящим символом не только в одной стране. В разных народах его образ приобрел свои особенности. В Турции его называют Ходжа Насреддином, у узбеков Насреддином Афанди или Пенди, у азербайджанцев Муллой Насреддином, а у арабов Джухой. Каждая культура дополняет его историю своими традициями и легендами. И именно эта многоликость делает его наследие таким богатым и уникальным. Современный мир чтит его не только в устном творчестве, но и через памятники, выставленные в городах, где его любимый осел стал неотъемлемой частью образа. В Турции, Узбекистане, Казахстане и даже в Москве можно увидеть монументы, где Насреддин изображен вместе со своим верным спутником, символом народного юмора и жизненной мудрости. Каждый год проводятся фестивали, посвященные его имени, где люди собираются, чтобы поделиться историями и, возможно, открыть для себя частичку той вечной мудрости, которую он олицетворяет.
Литературное наследие нашего героя также занимает особое место. Дилогия известного писателя Леонида Соловьева, состоящая из произведений «Возмутитель спокойствия» и «Очарованный принц», стала источником множества цитат, афоризмов и жизненных девизов. Эти книги закрепили образ Насреддина в сердцах миллионов, позволяя его притчам жить в веках и вдохновлять новые поколения на поиск истины и радости. Насреддин учит нас принимать свои ошибки с улыбкой, видеть свет даже в самых нелепых ситуациях и не бояться смеяться над собой. Он напоминает, что истинное богатство человека заключается не в материальных благах, а в умении жить свободно, любить и прощать. Каждая его история – это урок, который заставляет задуматься о бренности жизни и о том, что каждая трудность может стать ступенькой к внутренней свободе. Дорогие мои, сегодня я рассказал вам историю, собранную из множества народных преданий, исторических фактов и литературных произведений. Наследие Насреддина Афанди живет в сердцах людей по всему миру, даря нам мудрость, смех и вдохновение. Пусть его слова помогут вам найти свет даже в самых темных моментах, а его истории станут напоминанием о том, что жизнь – это удивительное путешествие, полное неожиданных поворотов и радостных открытий. Если вам понравился этот выпуск, поддержите мой канал, ставьте лайк, подписывайтесь и оставляйте отзывы. Для тех, кто давно следует за моим творчеством и ценит мои работы, загляните в закрепленное сообщение в комментариях. Там вы найдете дополнительную информацию и ссылки на интересные материалы. Спасибо, что были со мной. До новых встреч, мои родные. Ассаламу алейкум.